Today's opening tip. Draymond's on-court instructions. He's very animated. Very... Всем привет, это НБА в прыжке на канале Viasat Спорт. И Дреймонд Грин, который говорит, давайте крутить какую-нибудь комбинацию, сколько можно стоять, товарищ Келюбре. Ну, как тренер третьей базы, да, очень правильно подписано, да, мол, беги в дом, как показывают, да, в бейсболе. Наш распрекрасный Джамп не так часто гостит на Viasat Спорт нынче, однако Рэйчел Николс, Пол Пирс и RJ готовы с нами поговорить про баскетбол. В программе «Спортцентр» регулярно освещаем НБА в том числе. Ну и есть о чем поговорить и теперь. Игровой день целый позади. Кевин Дюрант на 7 дней на карантине. Сами знаете почему. Потому что вот огромное количество планеты действительно карантинится. Нынче это не то чтобы модно, просто актуально, да. И, в общем-то, баскетболисты профессиональные, спортсмены профессиональные, они тоже люди. Вообще не шутки. Ни разу это зараза. Так, о чем речь? Здесь... That's not what one would call statistically encouraging. Remember in Empire Strikes Back when C-3PO told Han Solo the probability of them getting through the asteroid field? Han Solo говорил, что никогда, мол, не говори мне о шансах. Even those odds were better than what the Pacers faced last night. Даже те шансы были лучше, чем у Pacers на победу против Пеликанс. Вчера 25 секунд, минус 6 и бонус у соперника. Оладипо забивает с 9. Так, просто так забивает, потому что я могу. И... Конечно. Except then JJ Redick, who has been on one end or another of hundreds of thousands of inbound passes over his 15-year career, на вводе мяча из-за боковой, из-за лицевой, такой, я упаду, отдам мяч Лонзо Болу, и дальше не смогу помочь с прессингом. Куда Лонзо идет, интересно? Куда? Зачем он в даблтим вернулся вообще? Лонзо. Вот, и потом... Ван Ганди даже не взял тайм-аут, и в итоге Тернер сравнивает. Счет за 7 секунд до конца основного времени. А в овертайме, в общем-то, Оладипо забрал мяч у Адамса. При минус 1 Виктор заносит. А еще разочек, знаете что? Виктор заносит. Оладипо в порядке после возвращения и восстановления от тяжелейшей травмы. Где-то 2 года назад он, собственно, повредился и пропустил достаточно много времени. Были сообщения в этом межсезонье, что он не хочет быть больше в Индиане. Вот так вот был дальше в маске, пел, пока восстанавливался на известном телешоу. Ну и как бы он хорош, просто хорош теперь. Чудо как хорош. Виктор Оладипо снова выглядит all-star. Never materialized. Oh, and somewhere in there, the Indianapolis Star reported that Oladipo wanted out of Indiana entirely to the point he'd been asking opposing players to trade for him when they were on the court together. Now, Oladipo has denied that story. Well, players can't fulfill trade requests? Now that he's ну, больше ни о каких не сообщается желании ни о каком быть обмененным, хотя ранее такие слухи были. All of which leads back to last night and Oladipo keying one of the NBA's more statistically improbable comebacks. The Pelicans didn't make it easy, even in overtime. This Lonzo dunk with 25 seconds left tied the score at 116, but Malcolm Brogdon finishing things off, sealing it for Indiana with this floater. The win moved the Pacers record to 5-2. 5 побед, 2 поражения. Они идут наравне с Орландо на втором месте. Филадельфия впереди, Бостон чуть сзади. If they do, will Oladipo even be with them at the end of it? I could work out the probability of all that, but as a great man once said, never tell me the odds. A good да, ну продолжает нам приводить цитату знаменитого киноперсонажа из саги о «Звездных войнах». Никогда не говори мне о шансах, потому что если есть хоть мизерный шанс, то все может получиться. Значит, есть такая возможность. So they could just extend him and keep him with him, or they could decide he's more valuable to have as trade bait and basically deal him before the deadline, get more back for him,
and start with a fresh start with sort of that kind of group. What do you think is a better move for the Pacers right now? Well, the problem is you have to figure out what the extension number is going to be, because a player like Oladipo, who's been an All-Star, is probably asking for max dollars to stay in Indiana. And if I'm a GM or owner for Indiana, I'm not sure if I want to give that to him based on his injury prone history, and I want to see if he can get back to that all-star level. В Индиане или где-то еще он будет более полезен. Но, знаете, для Индианы он невероятно ценен. Да, без него эта команда не уровня топ-4 Востока. Это команда где-то плей-ин. И да, несмотря на прогресс Сабониса, без Оладипо Домантесу тоже будет гораздо-гораздо сложнее. Другим, понятное дело, что игрок калибра All-Star сильно поможет. Представьте его, например, я не знаю, да где угодно представьте Виктора Оладипо, где вот он испортит погоду. Другое дело, что здесь слишком однобоко обсуждается этот вопрос, и не берется в расчет стоимость Виктора Оладипо. Ну, его контракт просто не все могут себе позволить. Да, он получает не супер много, но он, безусловно, будет претендовать в ближайшие годы на отличное продление. Опять же, если удастся ему оставаться в добром здравии. I think we know that the ceiling for those four as a collective unit is probably conference finals if they overachieve or play at their peak. So I can see them trying to negotiate a better deal with Victor Oladipo because Дипо надо, ну то есть любой команде, подобной Индиане, которая заманивать в маленький свой маркет свободных агентов звездных не может, а всеми руками, ногами и остальными конечностями, какие вообще есть, нужно держаться за тех, которые уже в команде, да, и всячески обхаживать их, и всячески создавать им наилучшие условия, серьезно, то есть. Иначе все, как бы, вот эти вот all-стары, которые не добиваются успеха с маленькими командами, они рано или поздно все выражают недовольство, просят трейд и уходят в более крупные успешные организации, что тоже, опять же, логично вполне. Your point, those two players, but I would put Victor Oladipo closer to like a Drew Holiday type, right? Where he's a guy that can just kind of get you over the edge. Bradley Beal is a huge difference maker, right? The way he goes. So Брэдли Билл, куда бы он ни перешел, он сразу сделает огромную разницу. А вот Оладипо, он как финальный ингредиент, такой типа Джру Холлидея, да, что если его добавить, то он поможет вам сделать следующий шаг. Я, кстати, не думаю, что Брэдли Билл гораздо круче Виктора Оладипо, если вообще круче. Он не так ценен, как Брэдли Билл, говорят ребята. Я не знаю. Да, окей, в Вашингтоне набирает по 30 в среднем за матч. Вот это аргумент, вот это глубокая аналитика и экспертиза от Пола Пирса. Да, набивает много очков в команде, которая проигрывает все на свете. Круто, красота. А вот Оладипо, подумаешь, какой-то там Оладипо действительно набирает много очков в команде, которая идет на третьем месте. Подумаешь, лучше же в Вашингтоне набирать 30 очков, действительно. Не знаю, как одно предложение за другим, никак не связанное по смыслу, идет, ну вообще непонятно. Виктор, кстати говоря, делает под 21 где-то очко, 5,5 подбора, 5 передач и 1,5 почти перехвата в среднем за игру. А так, пожалуйста, сколько угодно Брэдли Билл, побеждать с ним пока что не доказано, что вообще возможно в природе. Репутация парня из Кентаки, который сейчас играет в Хьюстоне, вновь дает о себе знать, возможно. Он получил технарь за жест, направленный на арбитра. Знак недовольства по поводу того, что не было свистнуто нарушение на Демаркусе, когда он забил мяч. Джон Говел, главный арбитр той встречи, объяснил второй технарь Казинса. Первый, кстати, не знаю, за что был. Неприличный жест Демаркуса Казинса был во втором случае, который нам продемонстрировали. Look, I think everyone will understand that you get a little leeway when you're Boogie Cousins and you're a multi-time All-Star and you're averaging 25 points a game. Antics are allowed. We've seen it with other players. We don't need to go and say names like Draymond or need to say, you know, other names where like you've seen like
Жест, не знаю, где там был. Но технарей, да, среди активных игроков 4-е место занимает. По технарям 136 таковых, а по удалениям из матчей абсолютный безоговорочный лидер. Если бы это было пару лет назад, и он бы набивал по 25 в среднем за матч, вряд ли бы его вышвырнули из матча. Ну и зря. Ну и плохо, что по-разному относятся к людям, мне кажется. В любом случае, звезд берегут сильнее, это вовсе не шутки. Это действительно так и есть. А у него такой же статус, как у Рашида Уоллеса был, рассказывает Пол Пирс. Мы знаем, что он эмоциональный парень. Мы знаем, да, что к нему особые отношения с точки зрения технарей из-за того, что у него история по этому поводу очень богатая, да? О, Никола Пекович давненько не видел. Где сейчас Никола Пекович, интересно? Who averages a lot of text, right? You made the comparison to Sheed, right? Yeah. So if you are someone who has a history of technical fouls, like let's say Bruklin Nets, are the officials a little bit trigger happy? Let me tell you this: if I'm the coach and you out here getting double technicals in the game, and you only giving me like 7 points a game, I'm hot. I'm like, you just took away 2 points. I'm like, now you're giving me, now that's 5 points that you ain't got me. Yeah. So, yeah. Do you think sometimes I can take it from somebody quicker to whistle on someone who has a history? No, yes, they are, but they're also more, they are allow more with a person. If you are an all-star and you are running off and saying these stuff, they give you, because they don't want to throw the all-star out of the game. They don't want, they understand there's different rules. Разные правила, получается, для разных игроков. Я этого не говорю, говорит Эрджей. Да, Пол Пирс говорит, да, разные правила для разных людей. Да. Все, не надо тут сглаживать углы и так далее. Мы все знаем, что по-разному относятся к All-Star'у и к просто обыкновенному рядовому парню на двухстороннем контракте. Да, или просто на минималке. Я не считаю, что это правильно, но это действительность, это данность, и как бы в этих условиях нужно, опять же, адаптироваться и вести себя как-то так, чтобы не попадаться, скажем так, на определенных вещах, на которых ловят как раз арбитры, и неумышленно, может быть, директива у них такая, я не знаю. Но как бы это действительность, что поделать. Лучшие аллей-упы, через Джейсона Терри, привет от Леброна, Дуайт Ховард, там будет Деандре Джордан наверняка, в общем, будет куча народу, однако у нас флешбэк из 2008-го. И годовщина 12-я. RJ передает приветики. Нормально вылетал RJ. Я Джейсона кидаю на удовольствие, конечно, такое ловить. Нью-Джерси Нетс. The Jump is brought to you by Tostitos. Get to the good stuff. Cue me and do the clapping and be like, action. It's a make or miss league. Maybe a little more funny than that. I don't know what am I make or missing? It's a make or miss league. Cut that. Лига попаданий и промахов от беспардонного Джимми Батлера. Майли Сайрус в попаданиях. Зайон. Это отсылка к песне Wrecking Ball. Я понял. Я умный, я знаю даже эту песню. Зайон Уильямсон — это как вот шар, который в мультике «Ну погоди» разрушает строение всячески. Ну и в клипе на эту песню тоже. Откуда я это знаю? Зайон крутой. Зайон замечательный. Зайон развеселый и бегает очень быстро, забивает бодро. Он большой молодец и защищался периодически тоже. Весьма и весьма красочно, скажем так, пока. Fair play, Kings Warriors. Marvin Bagley stuck out on an island with Steph Curry. В промахах фэрплей Марвин Бегли, нечестно с ним обошелся Карри.
Да, после этого папа Марина Бэгби в Твиттере написал, что хочет обмена своего сына из Сакрамента. Вот что Стеф Карри творит с семейными отношениями, с баскетболистами и их карьерами. Совершенно никому не жалко Сакраменто, во всяком случае, из числа болельщиков Golden State, я уверен. Ну и вот этим тоже товарищам, которые в студии сидят, тоже. В попаданиях Туэрлинг. Ну-ка. Раз, два, три. Лука промазал. Ужасно промазал, но через Кристиана Вода не попал. И он смеется над этим. Ну, надо было забить. Вот, дальше еще, пожалуйста. Продолжаем вращаться. Еще? А, вот, через Бэма. Бедный Бэм. О, боже. О, господи. О, да. Это вот это. Paul, I wouldn't airball from that short, but he Я бы точно airball не бросил после такого. Я думаю, что Крис Пол Пирс бы себе ногу сломал, если бы столько вертелся. Интересно, флекс такой от Келли Убра такой: эй, видите, я забрал подбор нападения, но мячик-то выкрутился, мячик выпал наружу. Вот здесь тоже люди думали, что данк забили. Вон Уэйфер, привет. Ну, погодите, Сваги Пи можно было еще тоже сюда приплести. Да, партнеры на скамейке такие: ей, а потом упс. Они его отвлекли тоже. Он такой, он разводит руки в сторону, говорит: ну вы чего тогда празднуете, ребят? Ну вы чего? Вон Уэйфер. Хорошее воспоминание. Попадание к Ого! Пэм! Врывается через бедного Майка Мускалу. И вот в связи с этим мы будем вспоминать лучшие аллюпы. Какая форма у Майами? Вайс-Сити униформа. А выглядит здорово. Такое ощущение из-за раскраски паркета, из-за их формы, что освещение как-то по-другому работает, хотя вовсе нет. Вот только с того ракурса, да, вот с этого ракурса так кажется, когда вот эта вишнево-фиолетовая сторона оказывается на одной стороне с подкраской за лицевой. Это круто выглядит. Серьезно, это впечатляюще. Лучшие аллюпы нам показывают через Виктора Хряпу, Коби Брайант. Да. Да. Это было грубо. Виктор, извините, Виктора Хряпу очень уважаю, но это было очень грубо. Четвертое. МJ против Сидни Монкрифа. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Хорошая попытка защититься. Нельзя стыдить игроков за их попытки защититься. Не раз говорила нам Рэйчел Николс об этом, я ее поддерживаю, но Дуайт через Джеру Холлидей. Божечки. Когда скамейка начинает двигаться, скамейка твоей команды, это что-то да значит. Команда человека, через которого забили Леброн, через Джейсона Терри, безусловно, да. Технарь Леброн за это получил потом. Я думал, что Джей Ти умер, говорит Пол Пирс, когда я это увидел, пока он там не зашевелился, я думал, все, он умер. Да. Ну а что? Леброн в 3 раза больше, чем уже старенький на тот момент Джейсон Терри. Ну и Деандре, конечно. Вот это тоже точно себе похоже, как будто человек под грузовик попал. Посмотрите на Винни Дель-Негро, говорит Блейку Гриффин. Так, все, чувак, не надо, все, ему и так досталось. Это супер монструозный аллюп, но тоже сравните габариты Деандре и бедного Брэндона Найта. Ну что, Брэндона Найта написали с именем, а имя Хряпа погуглить было тяжело. Вот такие они. Беспокоимся ли мы о Рэпторс? Поговорим дальше на эту тему. С Бостоном была встреча. С Бостоном встреча была интересная и достаточно печальная для канадского клуба. This week,
Clippers and Warriors highlight our ESPN NBA doubleheaders Wednesday, Friday. Plus, we'll have Titans-Ravens wildcard game on Sunday, national championship game, Alabama and Ohio State on Monday. Big lineup for a big week. All right, guys, welcome back to The Jump. We now bring in our ESPN NBA insider covering the league all over the East Coast, Tim Bontemps. Tim Bontemps, очень неплохой автор. Tim, what up, man? Хорошие заметки пишет. Hey, P. How you doing, man? Happy New Year to everybody. There you go. Ну и с Новым годом всех поздравляю. Такой бостонский привет друг дружке. Передали Пол Пирс и Тим Bontemps. Селтикс пропустили 25 за первую половину первой четверти. Дальше отвалился бросок у Рапторс и забросали шапками соперника. 40 набрал Джейсон Тейтум. Пейтон Причард выглядел очень приятно. Во всех 4 проигранных матчах в какой-то момент ввели с разницей в 10 или более. Рапторс — первая команда за последние 20 или 30 лет, которая проигрывает после такого преимущества в каждом из первых 3 матчей сезона, и вот 4-е подобное поражение случилось. Сейчас нет у нас суэга, говорит Кайл Лаури, и мол, в этом главная проблема. Стиля своего, то есть, да? Tim, I mean, we're only 2 weeks into the season, and again, I want to make the point. These guys are playing in Tampa. I mean, they have been displaced more than any other team due to coronavirus. But how concerned are you about the Raptors right now? I'm really concerned, Rachel. I thought that game last night with the Celtics starting Tremont Waters at point guard, without Marcus Smart, Тремонт Уотерс был основным разыгрывающим, но он номинально в старте выходил, скажем так, без Маркуса Смарта, без Джеффа Тига, и это был второй матч за сутки. И Бостон вынес соперника. And Kyle Lowry said after the game, Nick Nurse, the coach of the Raptors, went basically through every bench player on the team other than Chris Boucher and said that they were not playing good enough. Aaron Baines, the starting center, got Pascal Siakam continues to look lost. So, yeah, Паскаль Сиакам продолжает выглядеть потерянным. И эта команда не выглядит топовой на Востоке, хотя казалось, что они входят в сезон именно с такими притязаниями. Они были очень хорошей командой, но для вот топовости им чего-то не хватало. Я думаю, что они, скажем так, как это сказать правильно, перевыполняли тот план, который мы от них ожидали, да, тот результат перекрывали, который мы их ожидали. То есть прыгнули выше головы. Теперь они играют хуже, чем они есть на самом деле, но то есть это в целом к общему знаменателю, да, к среднему, некоему среднему показателю стремится, по мнению RJ. Да, и отсутствие Марка Газоля, отсутствие Ибаки, это большие очень потери. И не только их, я бы сказал, потому что глубина серьезно просела по составу и качество исполнителей в целом, поскольку Ван Влит перешел в старт, и у скамейки не только минус 2 стартера из чемпионской команды в виде Ибаки и Газоля. До этого еще были потеряны Кавай и Дэнни Грин. И, собственно, усохла глубина обоймы, которая у Нерса есть. И Ван Влит перешел в старт, и на скамейке его больше нет. Со скамейки вот первый человек реально — это Норман Пауэлл, да, и Крис Буше. Ну, я не знаю, сами ответьте на вопрос, друзья, достаточно ли это хорошо для NBA иметь 6-го и 7-го игрока, Пауэлла и Буше, при всем уважении к ним. Возможно, пора задумываться о том, чтобы обменивать Кайла Лаури. Ему 34 исполнится скоро, в марте, по-моему. Он играет, понятное дело, что хорошо, но Сиакаму тяжело сейчас. Это их молодая звезда, и он, по идее, должен развиваться. Лаури может помогать контендерам прямо сейчас. Если бы я был Торонто, я бы пытался уже вот ветеранов двигать на рыночек и за них что-то получать. Возможно, Торонто действительно придется в перестройку идти, но в конце концов. Да, они 2 года назад выиграли титул. Ничего зазорного в этом нет. Цикл завершен, как бы нажимаем на кнопочку перезагрузки и едем дальше. Ничего обидного, опять же, в этом не вижу.
Если в итоге пойдут именно такие движения в think he can be this year. So this is very encouraging for the Celtics. Although I was disappointed in that loss at Detroit, but they made it. They came back and beat Detroit. But you got to be encouraged. Они проиграли Детройту, конечно, один матч из двух, но ничего, мол, страшного. Хорошо, что в итоге они нанесли поражение Детройту, они адаптируются. The first 25 games, 30 games dictate whether or not you're going to be an all-star. Your team's record and your performance. He is performing like an all-star. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, прежде всего, играет как all-star. Он делает очень многое на высочайшем уровне. Джейсон Тейтум, может, и лучший игрок команды, но Браун заслужил огромные слова похвалы. He said that he wanted to take on the responsibility that came with Gordon Hayward leaving in free agency and with Kemba Walker being out. And he's done that and then some. I mean, he's been, in my opinion, one of the best players in the league over these first couple weeks of the season. He's getting every clutch basket. Кемба Уокер не сыграл ни одного матча еще, и вот лидеры по результативности, как выглядят. Да, Браун, Тейтум, Маркус Смарт и Пейтон Причард. Новичок, который, правда, 4 года отыграл за университет Орегона, то есть новичок уже достаточно возрастной. Он ровесник Тейтума. Чуть ли не даже старше его на пару месяцев. Ладно, к Бруклину переедем. Войнаровски сказал, что Кевин Дюрант проведет 7 дней на карантине из-за того, что контактировал с лицами, заболевшими коронавирусом. С Ютой, дважды с Фили и с Мемфисом и против Тандера. Они сыграют на этом отрезке, да, уже? 4 матча за эту неделю будут у команды. Хотя и с Дюрантом не сказать, чтобы, да, там в каждом матче дела ладятся. Бонтемс очень хорошо сейчас вмазал по штабу Стива Нэша, что хорошо бы какую-нибудь шпору чью-нибудь найти по защите, да, и вообще неплохо бы как-нибудь хотя бы, пожалуйста, если можно защищаться, начать, окей, против кого-нибудь. Я согласен насчет защиты отвратительной бруклиновской, и надо не забывать и о том, что Спенсер Динвиди, правда, выбыл. Первые 2 матча, все круто, эффективность в защите замечательная, но в последних 5 матчах бум, провал страшный, взлетает процент с игры соперников, и эффективность в защите просто на 20 единиц, на 21 почти усыхает. Они гораздо лучше, и у них состав гораздо лучше того, что они сейчас показывают на площадке. Четкие принципы и стиль защиты Golden State позволил Дюранту быть полноценным претендентом на лучшего защищающегося сезона, да, так что нужна четкая структура по обороне. Я не знаю, кстати говоря, способны ли ее установить Стив Нэш или тем более Майк Д'Антони, да, который в его штаб входит. Не такая плохая защита в этом эпизоде от Джарета Аллена, кстати говоря. И здесь тоже с подбора. С подбором что-то происходит не то. В 2 последних эпизода не лучшая иллюстрация, да, плохой защиты, потому что она изначально на первом броске контест был приличный, там и там. You don't have to have individual great defensive players to have a great defensive team. You just need a great infrastructure on defense. I mean, my Boston Celtics team, we didn't have individual great defenders outside of Kevin, but we had a system in place. But also, I've been watching the Nets this year, and I think they have to do a better job at staggering their stars, too. I think Kevin or Kyrie needs to play with the second unit. I also believe Jared Allen нужно распределять усилия своих лидеров, да, и Кайри должен, возможно, больше играть со скамеечниками, в том числе, чтобы те сильно не проседали по качеству, и в отсутствии в том числе Спенсера Динвиди. И я думаю, что Джаред Аллен должен выходить в старте, говорит Пол Пирс. Спасибо, Пол Пирс, за эту мысль, потому что выходит пока что кореш Кайри и Кевина.
по имени Деандре Джордан. Да, вот, пожалуйста, вот и ровно об этом говорит Ким Бонтон. Слушайте, вот этот человек говорит просто прямо как есть. Джаред Аллен в любой другой реальности, где Джордан не чей-то там брат, сват и кум, выходил бы Джаред Аллен в старте. И получал, он и так получает больше минут, чем Деандре. Но в старте выходит Джордан и получает отличную зарплату, потому что, опять же, это гарнир к Кевину Дюранту и Кайри Ирвингу. As soon as they fired the coach, DeAndre Jordan was starting like the very next. Hey, listen. Richard Jefferson was friends with LeBron. Who? Therefore, he got on the team. I don't like that dude. You know what I'm saying? Therefore, he made the team. People, he had 1 foot out the league at that point. But are you kidding? He's I held on as long as I could. Poor Tim has no idea what he's gotten into. Here's what the joke recommends for today. Рекомендации от программы NBA в прыжке. Баланс тяжело соблюдать по протоколам COVID-19. Вот к специалистам, которые прикреплены к командам, и многие уже члены тренерских штабов жалуются на очень строгие правила. Clippers squaring off against the Warriors. Check it. Steph is back. He letting everybody know who the man is. Hey, welcome back to The Jump. I'm Rachel Nichols here with Richard Jefferson, Paul Pierce. Let's talk about Возвращаемся в студию NBA в прыжке и поговорим о том, насколько тяжело работникам из клубов NBA и с арен справляться вообще в целом. Amid the current COVID-19 protocols, compliance with league policy has fallen largely on athletic trainers. На тренеров по физподготовке в основном ложится куча трудностей. Мы ответственны за логистику всего вообще и всего персонала, тесты посредством мазков и экспресс-тесты для игроков, весь таймлайн каждый день, в выходной, в игровой день. Так что невероятно повысилась вообще нагрузка, да, рабочая. Хотя она и так была, мол, немалой. You're setting it up. All you have to do is say this. It's different than what it was a long time ago, but that's not the point. The point is like that anonymous GM or the anonymous trainer sounded like we have a lot more work to do. That's really what it comes down to, because when we first came into the league, and this is not a get off our lawn, it's the whole show. You had two trainers, and one of the trainers was an equipment manager, and that's also why they would crack jokes about if you're a young player, don't even think about getting on the table. Right. You need room for veterans, right? But now it's to a point where you have 3 trainers. You have what is it called? A sports science team. You have a sleep doctor. В наши времена, говорит РД, вот в наши времена, мол, была вообще полная жесть. А сейчас 15 человек делает то, что раньше, с чем раньше справлялись 3 человека. Так что, мол, ребята, извините, мол, я не верю. Они просто прибавку просят, говорит. Пол Пирс, все просто. Ну, эти ребята кое-чего знают, конечно, изнутри, да, по кухне, потому что происходит вообще там. Хотя, ну, то есть, а кто сказал, что не нужно в связи с ситуацией этой делать прибавку? Trainers. So then you would have so literally it's a total of 6. Now that number has ballooned to between 10 and 15. So between 10 and 15 versus 6, 10, 15 years ago, don't tell me that you can't still get hands on bodies of players. Basically what he's saying is can they just, the NBA hire one protocol person to handle that so we can focus on the players? Но на самом деле, если кроме шуток говорит РД, наймите человека, пожалуйста, в каждый клуб, который по всяким ковидным протоколам будет работать отдельно, чтобы мы могли продолжать просто свои обязанности выполнять. Вот и все. Exactly. So there you go. I do know in the bubble there were a couple guys who just forgot to get tested, as you may remember. I'm not pointing any fingers at you, Richard Jefferson, but in teams they would say, well, that the athletic trainer was supposed to chase him down
It's just a lot for these guys to do. It is a lot, and they've never had to do this before. Нагрузка, правда, выросла, тем более, что эти ребята никогда не занимались ничем подобным раньше, работники имеется в виду. По 3 игрока на одного как раз тренера по физподготовке, чтобы, мол, он за ними следил. Кроме того, ребята, медицинские работники, они ведь тоже, да, и тренеры по физподготовке, они тоже подвержены риску заболеть, если кто-то из игроков болеет. Безусловно, несмотря на всю защиту, которая есть у людей. Meaning that, notable injuries we've already seen this season, right? Do you think that if trainers are stretched thinner, we will see more injuries, or there's no correlation, it's just timing and injuries? There's no correlation. But I will tell you this about the players now. Небольшое ухудшение медицинского обеспечения игроков будет, считает один из тренеров по физподготовке с Запада, но это вообще никак не связано с ковидными протоколами, ребята. Вы о чем мы вообще? Эти травмы тоже никак не связаны с ними. They had a bad toenail or something. Or like seriously, like everybody was on the table. Before, everybody would come in and get up shots, lift weights. Now everybody come in at 8 a.m. to get on the table. Yeah. And so there's more demand for the trainer and more work. Сейчас больше спроса на тренеров и больше технологий, больше для подготовки атлетов. Они приходят раньше на тренировку, чтобы подготовить свое тело должным образом. Гидротерапия, там куча всего остального. Никакого такого оборудования не существовало 10-15 лет назад. Массаж есть, опять же, у каждой команды есть. Я не завидую, говорит Эрджей. У ребят все, у нынешних игроков все в их распоряжении. Вот потому анонимно выступил человек, что его не стыдили потом мы. There you go. This is the word from these two guys. I can't see them from their lawn. I'm so far off it, but that's for later. Coming up in this show after back-to-back. Далее Warriors вернулись ли они? Стеф Карри вернулся уж точно. У него 92 очка за 2 матча. Однако, наш второй флешбэк на сегодня. И это 83-й, и это доктор Джей против Showtime Lakers. Бум! Огромнейший, чудовищной красоты слэм от чемпиона НБА в составе Сиксерс. Уф, это величие. Это настоящее величие. И болельщики на стиле тоже. Are we ready to compete with those teams? I don't know, but we will compete, and that's the thing. And I think if we compete, we defend like we've defended the last 2 nights, move the ball like we've done. I think we can play with anyone. Дреймонд сказал, что, мол, готовы ли мы соревноваться с этими командами, там, я не знаю, но если мы будем защищаться, как в последних 2 матчах, и двигать мяч, так как мы это делали в последних 2 матчах, мы вообще можем тягаться с кем угодно. Дреймонд вернулся. И очередной плеймейкер, один из сильнейших защищающихся, если не сильнейших в команде. Ну и, конечно, понятное дело, что если бы был Клей Томпсон еще, да, они были бы полноценным контендером, если бы он был в добром здравии. К сожалению, его не будет весь сезон. Что они команда уровня плей-офф сейчас, но присутствие Томпсона сделало бы их легитимными кандидатами на титул, считает Эрджей. Янис 30 очков за первую половину набрал в прошлом матче и 43 в целом против Детройта. Нужно ли больше набирать очков Янису? Он хочет 3-е звание MVP подряд? Посмотрите на эту защиту, ребят. Там нет защиты вообще никакой. Перестаньте. Они вообще не в курсе, как защищаться против этого человека. Он, да, выдающийся игрок. Не поймите вообще неправильно, но слишком легко для него.
I'm not even sure Blake played. Did Blake even play this game? Nah. I'm not saying anything. Don't look now. New York Knicks are 4-3. Нью-Йорк Никс, 4 победы, 3 поражения. Хайп вокруг команды Тома Тибодо. RJ, кстати, Барретт и... Черт возьми, забыл, как зовут человека. Рэндл, вот он, Джулиус Рэндл, конечно, который чуть ли не по трипл-дабл делает в каждом матче. Да, они тащат эту команду на себе, но 23 плюс 13 плюс 7 он делает в среднем за первые 7 матчей. Но Никс, как бы, пока что у Кливленда тоже хорошие цифры. Как обычно, это все выльется в трагедию, это же Никс, говорит Пирс. Я не драматизирую, просто последние 25 лет уже вера в Никс пропала. Не, все эти годы я уже насмотрелся на них, я уже не верю, пока не увижу своими глазами. Можно понять Пола Пирса, скажем так. Let's go. If you want to play, Tibbs is your man. There you go. Julius Randle, RJ Barrett, 1 and 2. All right, Knicks-Hawks game last night. Very good. Ну и те Тома Тибодо похвалили еще, просто еще, чтобы еще разочек. League Pass Game, который нам советуют на национальном ТВ сегодня Лейкерс против Гриззлиз и Портленд против Чикаго. А нет, это на NBA TV, собственно, да, какое национальное ТВ. Тимберлвулвс против Наггетс нам предлагают посмотреть. Они играли уже в этом сезоне. И матче через 25 будем мы по-настоящему поймем, что из себя представляют команды. Денвер будет в порядке. Мы о них пока что не беспокоимся, говорит Пол. Одна из худших защит пока что в лиге, но в нападении скилла полно. Да, и Джамал Мюррей наконец-то разродился суперрезультативным матчем. Он играет, потихоньку налаживает, да, свой ритм в нападении. Уилл Бартон и Гарри Харрис должны ему прибавить еще в атаке. Вот он чего не хватало, оказывается. 25, like 23. When you start hovering in that range, it doesn't matter what your offense is, you're going to struggle. I mean, this is a team that was in the Western Conference Finals. Do you still guys consider them a top 3-4 team in the West, or do you feel like enough teams have leapfrogged them? I think they are a top 4 team in the West. Да, они команда топ-4 на Западе, говорит Пол Пирс про Денвер. Йокич на уровне MVP играет просто. Джамал Мюррей в последних нескольких матчах налаживает свое нападение. Да, защиту они поправят, я, мол, не сомневаюсь. У Никс даже 4-3, ребят, так что, мол, перестаньте. У Денвера уж точно все будет хорошо. У Денвера 2-5, но, ну, типа, они наладят. Тимберлвулвс по-прежнему без Таунса. Напоминаем, в этом списке проблемы. Ага, поздравления одному из членов персонала программы, который пополнение в семье. Действительно, поздравления. И на этой мажорной ноте на сегодня это все в программе НБА В прыжке. С вами был Георгий Генишвили. И до новых встреч на Версат Спорт. Берегите себя. Пока-пока.